Авторы суперхита «Хумай» выступили в Алматы и порадовали тысячи казахстанцев. Посмотрите на красотку Адель и на ее невероятно красивый наряд. Красота этой башкирской принцессы уже свела многих людей по всей планете. Знаменитая на весь мир группа из Башкирии выступила на площади перед Дворцом Республики и поздравила жителей и гостей Алматы с Днем единства народа Казахстана. Хочется сразу сказать о том, что местные жители очень тепло встретили гостей из Башкирии, а сам концерт стал неким символом объединения народом и культурного обмена. Это было долгожданное выступление, жители и гости города очень ждали именно этого момента, чтобы вживую насладиться голосом прекрасной дивы и послушать башкирские народные инструменты. Сразу хочется сказать о том, что и сами участники группы остались довольны своим пребыванием и выступлением в Казахстане. Вот что участники группы написали в своей социальной сети: «Казахстан, вы невероятные. Спасибо за этот теплый прием, за внимание, за живую реакцию и неподдельный интерес. Мы чувствовали ваше гостеприимство с первых минут, и на площади, и в зале. Спасибо каждому, кто пришел, кто слушал, кто чувствовал вместе с нами. 2 выступления на площади Абая, и оба запомнятся для нас надолго», написали музыканты в своем профиле в интернете. Участники группы заявили о том, что были приятно удивлены такой встрече от зрителей мероприятия. Внимание и поддержка казахской аудитории очень положительно сказались на самих артистах, и им было очень приятно и легко выступать перед такой доброжелательной публикой. Отдельно участники группы поблагодарили тех людей, кто поделился своими фотографиями и видео с данного концерта, ведь это очень помогает распространению их творчества не только в той стране, где они выступают, но и по всему миру. В комментариях под публикацией казахстанские слушатели выразили теплые слова в ответ. Многие подчеркнули, что остались довольны концертом и будут рады увидеть группу вновь на казахстанской сцене. Не знаю, как вы, друзья, а лично я просто не могу оторвать свой взгляд от Адель, которая очаровала меня и всех тех людей, кто присутствовал на этом концерте. Посмотрите на ее белоснежный наряд и на эти невероятной красоты украшения. Я не знаю, есть ли у данной группы какой-то свой личный стилист или человек, кто занимается подбором образа и внешнего вида артистов и конкретно главной вокалистки. Если есть такой человек, то я просто обязана ему сказать, что он профессионал. Если такого человека нет, то я должна признаться в любви самой артистки. Поддерживать такую красоту и так преподносить ее миру очень сложно и важно. И Адель прекрасно справляется с этой задачей. Не зря ей постоянно пишут и зовут замуж. Кстати, об этом я сейчас расскажу вам подробнее. Дорогие алматинцы, мы вас поздравляем с праздником. Привезли из Башкортостана огромный пламенный привет. Так вот о предложении руки и сердца. После того, как песня «Хумай» стала мировым хитом и о данной группе узнала вся планета, люди по всему миру стали обращать внимание на прекрасную Адель. Многие мужчины стали активно слать сообщения прекрасной башкирке, пытаясь привлечь ее внимание. Ее коллега по группе Ринат Рамазанов даже заявил в одном из интервью, что к девушке, наверное, придется поставить охрану и что в личных сообщениях действительно творится хаос и огромное количество писем от молодых людей. Сама певица также призналась, что на данный момент времени ее приходит невероятно много писем, причем мужчины, которые шлют данные сообщения, даже не здороваются, а сразу предлагают красавице руку и сердце.
Также в своем интервью журналистам Адель заявила о том, что мужчины ведут себя очень настойчиво. Адель Шайхетдинова заверила, что ей постоянно оказывают знаки внимания. Девушка призналась, что ее буквально атакуют ухажеры. Парням не терпится создать семью с молодой и красивой звездой из Башкирии, и многие из них чересчур далеко заходят в своем желании покорить ее сердце. На самом деле это уже перестает быть какой-то шуткой. Когда люди пишут красивой девушке о том, что они готовы ее украсть и сделать своей женой, здесь действительно стоит обратиться за помощью к частной охране или даже позвонить в полицию. Потому что это уже угрозы, как бы кто ни улыбался и не говорил бы о неких традициях и что у некоторых народов принято красть невест. Во-первых, мы давно не живем во времена подобных традиций, во-вторых, Адель не является ничьей невестой. И кто действительно решит ее украсть, тот станет нарушителем закона и будет отвечать перед судом. Поэтому подумайте дважды перед подобной идеей. К тому же, дорогие поклонники Адель, вы наверняка в курсе, что красотка выступает вместе со своим отцом, поэтому как минимум его охрана ей обеспечена. Адель буквально не дают покоя в соцсетях. Мужчины всех возрастов пишут ей во все социальные сети группы, и самые исполнительницы очень и очень настойчиво. При этом певица отметила, что она чувствует себя комфортно и безопасно, работая с отцом. О чем я вам и сказала ранее. Написать в интернете можно все что угодно, а ты наберись храбрости и вживую подойди к этой красотке, в то время как рядом с ней всегда присутствуют двое крепких мужчин. Если вы смотрели наш отдельный ролик на канале про Адель и ее личную жизнь, то вы не удивитесь, почему у девушки столько поклонников, а если же вы еще не посмотрели этот ролик, то сделайте это, и вам будет все ясно. Девушке всего лишь 25 лет, и она не замужем. Обладая такой яркой внешностью, приходится в прямом смысле отбиваться от поклонников, потому что они пишут и предлагают очень разные вещи. У девушки с каждым днем растет популярность и узнаваемость, и, наверное, обычные люди вряд ли могут себе представить, на что способны ярые фанаты, которые пойдут на все лишь бы заполучить внимание звезды. Поэтому я еще раз повторю свою точку зрения. Адель нужна охрана. Это 100%. Потому что дальше внимания и поклонников будет только больше. Теперь я хочу, чтобы каждый, кто сейчас смотрит это видео, ответил на вопрос, как вы относитесь к этой певице и в целом группе из Башкирии. Заслуживает Адель такого внимания или же нет? Я жду ваше честное мнение, друзья. Обязательно посмотрите наши прошлые видео про девушку и про то, как люди разных народов поют песню Хумай на своем родном языке. Поделитесь этим видео с друзьями. Если вам правда понравился наш ролик, то дайте нам об этом знать с помощью ваших лайков и комментариев. Самое главное, чтобы больше никогда не пропускать наши свежие и интересные видео, не забудьте подписаться на наш канал Азия Фильмс. Спасибо, что присоединяетесь к нам. До встречи в новом ролике.